Приветствую всех! Вы на канале «Все получается вкусно» и с вами Галина. Сегодня я готовлю конфеты для детей. Это петушки на палочке, которые хранятся очень долго и не тают. И для этого я взяла ковшик с толстыми стенками. Это обязательно, чтобы наш сироп не горел. Еще понадобится пищевой краситель водорастворимый и ароматизатор. У меня дюшес и барбарис. Ароматизаторы с такими вкусами больше всего подходят к леденцам. Еще понадобится лимонная кислота или лимонный сок. Погружной термометр, чтобы определять точную температуру. И еще глюкозный сироп. Благодаря ему леденцы долго хранятся и не тают. Его можно приобрести в магазинах для кондитеров или в интернет-магазине. Готовим сироп, отмеряя все на весах, должно быть все точно. 110 грамм сахара и 50 грамм глюкозного сиропа. И 35 миллилитров простой воды. Затем ставлю на плиту и, не включая огонь, хорошо перемешиваю и больше мешать не буду. И как только сироп станет сильно кипеть, огонь уменьшаю и ставлю градусник. И варю сироп, не мешая, до 145-150 градусов. А у кого нету градусника, берем стакан с холодной водой и капаем туда каплю сиропа. И если постучать по стакану, то будет вот такой звук. Температура сиропа уже 145, выключаю огонь и жду, когда сироп перестанет кипеть, не будет вот таких больших пузырей. И теперь всыпаю пол чайной ложки лимонной кислоты. Добавляю пару капель пищевого красителя и ароматизатор. Капайте столько, насколько у вас интенсивный ароматизатор. Все хорошо перемешиваю и идем разливать по формочкам. Делаем это все быстро, потому что сироп быстро остывает. Подготовила формочки, вставила в них палочки и теперь заливаю сначала петушков. А затем в формы губки. Формы у меня силиконовые, поэтому вынимать леденцы будет очень легко. И сразу же прокручиваю палочки. Если у вас сироп остыл, пока вы разливали, можно его немножко подогреть. Под палочки можно подставить шпажки, чтобы они не падали и стояли ровно. Леденцы уже остыли, они уже не липнут. И теперь я подготовила специально упаковочные пакетики салофановые и зажимы. Или можно завязать пакетик любой тоненькой ленточкой, потому что леденцы должны обязательно быть без доступа воздуха, иначе они будут таять. И вот такой красивый петушок получился. И теперь берем и сразу же отправляем его в пакетик. Нельзя его оставлять на воздухе. Любые конфеты, даже магазинные, будут таять, если они будут без упаковки. Пакет закручиваю вокруг палочки и завязываю зажимом. И вот такой замечательный леденец получился. И также вынимаю губки и упаковываю их. Детки очень любят петушки и губки. Посмотрите, какие красивые губки. Ну вот, все леденцы готовы. С этого количества у меня получилось 8 леденцов. Готовьте такие вкусные леденцы своим детям. Вы можете не класть ни ароматизатор, ни краситель, а только лишь лимонную кислоту. Ну и если понравился мой рецепт, не забудьте подписаться и поделиться этим видео со своими друзьями. Всего вам доброго, удачи на кухне, до новых вкусных встреч, пока-пока!